Привет, YouTube! Сегодня я хотел бы начать рассматривать такой вопрос, как использование инструмента Charles в тестировании веб-приложений, а также как его можно использовать в тестировании мобильных приложений, если само мобильное приложение обращается к нашему серверу. Для начала, конечно же, нам нужно установить этот инструмент. Но перед этим хотел бы рассказать вообще, что это за инструмент такой, как он работает. По сути, Charles — это прокси-сервер. Прокси-сервер — это промежуточный сервер между нашим клиентом, который на этой картинке изображен просто как какой-то компьютер, и нашим непосредственно конечным сервером. То есть сначала клиент отправляет запрос на прокси-сервер, который его обрабатывает, и потом уже через прокси-сервер он проходит на основной сервер нашего сайта либо веб-приложения. Для чего это сделано? Например, если мы находимся в другой стране и хотим обратиться к ресурсу, который в той стране, в которой мы сейчас находимся, запрещен, либо же мы не можем через него зайти, то мы используем тогда этот прокси. И тогда уже непосредственно IP-адрес нашего устройства будет браться именно с прокси-сервера. Также это сделано с точки зрения безопасности. К примеру, опять же, если мы не хотим сразу же напрямую обращаться к нашему серверу, то появляется вот этот промежуточный прокси-сервер как защитное некоторое звено, которое позволяет нам немножко снизить риски. И также есть еще другие назначения прокси-серверов, в которых вы можете найти дополнительную информацию в интернете. В нашем случае Charles мы будем использовать для того, чтобы либо видоизменять как-то наши запросы и ответы, либо же изучать наши запросы непосредственно внутри этого приложения, так же, как мы это делали в Chrome DevTools, к примеру, либо же для тестирования API, то есть получать, опять же, какую-то информацию о нашем запросе и ответе, и эту же информацию можно непосредственно использовать в том же Postman, если у нас, к примеру, нет какой-то документации по API внутри нашей компании. То есть мы можем таким же способом ее получать непосредственно в этом инструменте. Плюс ко всему, мы можем, как я уже сказал, видоизменять эти запросы и ответы, если мы хотим смоделировать какую-то ситуацию, когда нам сервер возвращает какую-то ошибку, либо же мы хотим серверу получать какую-то информацию дополнительную, которую мы используем уже непосредственно на клиенте, как она будет обрабатываться. И опять же, как наш клиент ее будет кушать, воспринимать, и в случае, если необходимо показывать какие-то ошибки, будет ли он их показывать или нет. То есть здесь мы уже включаем такое тестирование, скажем так, под капотом, и уже можем не только на UI смотреть, как это дело происходит в тестировании веб-приложений, но и смотреть, как общается наш клиент и сервер непосредственно внутри. И давайте тогда начнем сразу с установки данного инструмента. Мы заходим на официальный сайт. Я, конечно же, как всегда, оставлю ссылку в описании на этот ресурс, если вы не сможете самостоятельно его найти. Здесь большими буквами написано Download. Мы устанавливаем данное приложение. Сразу отмечу, что данное приложение платное, но есть реальная версия 1 месяц. Но после нее, насколько я знаю, так как я в своей работе не часто прибегаю к использованию Charles, и на текущем месте работы я вообще его не использую, но после прошествия этих 30 дней, по моей информации, вы также можете продолжать использовать Charles, но ваши сессии будут ограничены по времени, и можно будет использовать только 30 минут. Данное приложение. То есть одна сессия будет занимать 30 минут. Но вы можете обратно в нее зайти, обратно воспользоваться этим приложением, но опять же по 30 минут. То есть вот такое неудобство возникает в связи с тем, что вы будете использовать бесплатную версию. Итак, мы находим ту версию, которая непосредственно необходима для нашей операционной системы. Так как у меня Windows, то мы устанавливаем ее для Windows 64-битный. Установка начинается, и давайте подождем, пока установится этот инсталлятор. Кстати, пока он устанавливается, забыл еще упомянуть тот факт, что такого рода инструменты, как Charles платный, и есть еще бесплатный аналог Fiddler. Мы также можем его рассмотреть, если вам будет интересно, как им пользоваться. Но для этого я попрошу вас
обязательно оставить комментарий под этим видео и отметить лайком тот факт, что вам интересна эта тема и вы бы хотели узнать о ней еще больше информации. Так вот, сниферы — это инструменты, которые позволяют проводить такой процесс, как снифинг. Что такое снифинг? Снифинг — это процесс мониторинга и перехвата всех наших пакетов, которые проходят через сеть, с помощью вот этого инструмента снифера. В нашем случае это Charles Proxy. То есть не пугайтесь, если вы услышите такой вопрос на собеседовании, что такое снифинг, какие вы знаете инструменты для снифинга, сниферы, и для чего они вообще необходимы. То есть первое приближение — это инструменты, которые позволяют нам отслеживать запросы и ответы от сервера, и если нам это необходимо, как-то их видоизменять и использовать в своей работе как тестировщика веб-приложений или тестировщика мобильных приложений. Итак, наш установщик готов, он скачался, запускаем его. И у нас стандартный процесс установки, то есть нажимаем Next, соглашаемся с нашими условиями по использованию лицензии, не меняем стандартный путь для установки и нажимаем на Install. Ждем, пока наше приложение установится. Итак, наше приложение установилось. Возможно, у вас появится сообщение от браузера, чтобы вы разрешили доступ к сети. Разрешаем его. И для того, чтобы нам работать дальше, нам необходимо, чтобы у нас был предустановлен SSL-сертификат. Этот сертификат необходим для того, чтобы мы работали с таким протоколом зашифрованным, как HTTPS. Если вы не помните, то в отличие от HTTP, как я уже сказал, он зашифрован, и ресурсы, которые используют его, также используют и данные сертификаты. Для этого мы заходим во вкладку Help, SSL Proxying и выбираем Install Charles Root Certificate. Так, у нас появилась информация про то, что нет доверия к этому сертификату, мы его устанавливаем, выбираем текущий пользователь. И для того, чтобы данному сертификату было присвоен, скажем так, статус и глиф доверия, мы должны обязательно выбрать радиобаттон, поместить все сертификаты в следующее хранилище, выбираем обзор и выбираем доверенные корневые центры сертификации. Нажимаем «Далее», «Готово». Появляется опять же предупреждение системы безопасности, с которым мы соглашаемся. Импорт успешно выполнен. Наш сертификат установлен. И теперь, когда мы, к примеру, будем обращаться к нашему браузеру и открывать какой-либо ресурс, то у нас автоматически будет отображаться все наши запросы, которые мы используем в нашем браузере. В данном конкретном случае это Google Chrome. Для нашего удобства мы можем выбирать непосредственно тот ресурс, тот запрос, который нас интересует, навести на него, выбрать, нажать на правую кнопку мыши и необходимо нажать на фокус. И тогда уже непосредственно будет показываться информация именно по данному ресурсу, к которому мы будем обращаться. Как вы видите, сейчас у нас здесь написано unknown, то есть у нас HTTPS используется здесь шифрование. Для того, чтобы мы видели те запросики, которые у нас используются на данном ресурсе, мы должны нажать на правую кнопку мыши и включить SSL Proxying. И когда мы обновим нашу страницу снова, теперь уже будет использоваться наш прокси-сервер, и те запросы, которые будут на этой странице, они будут проходить через него. И мы можем так же, как в DevTools, как мы с вами помним, если мы нажмем на странице на F12 и выберем непосредственно наш network, то здесь также будут все запросики отображаться. Точно так же это работает и в Charles. То есть мы тоже можем просмотреть непосредственно наш запрос
наш body, ввиду того, что у нас используется бесплатная версия, будут иногда появляться такие вот окна. То есть не обращайте на это внимания. То есть опять же можем просмотреть хедеры, нашу какую-то служебную информацию и все, что нас интересует по данному запросу и ответу. Также здесь мы сразу можем проанализировать, все ли у нас прошло хорошо, то есть это 200-й статус-код. Можем просмотреть метод и опять же изучить те хедеры, которые у нас используются. Версию протокола, то есть все, что есть и в стандартном нашем DevTools. Еще хотел бы вам показать, как использовать непосредственно эмуляторы и настраивать там прокси для того, чтобы вы могли также изучать запросы и ответы непосредственно на нашем мобильном устройстве. В данном случае это будет эмулятор. То есть я заранее уже запустил нашу Android Studio. И что мы должны сделать? Мы должны зайти в настройки нашего эмулятора, выбрать непосредственно вкладку Settings. И здесь у нас будет 3 табины. Мы выбираем именно прокси. Непосредственно сначала снимаем чекбоксик на Use Android Studio HTTP Proxy Settings. И здесь нам необходимо ввести IP-адрес нашего устройства, нашего компьютера. Как это можно сделать? Есть несколько способов. Самый простой – это зайти в наш Charles, нажать на Help, и здесь будет Local IP Address. И непосредственно здесь у нас прописан наш IP-адрес. Либо же мы можем зайти в командную строку. Это делается с помощью запроса cmd в поиске. Желательно запустить от имени администратора командную строку. И теперь мы можем отправить запрос ipconfig. И опять же мы получим наш IP-адрес. И как мы с вами видим, наш IP-адрес будет следующим. 192.168.0.102. То есть здесь тоже мы обращаем внимание на адаптер беспроводной локальной сети, так как мы подключены по Wi-Fi, и нас интересует IPv4 наш адрес. Итак, прописываем его 192.168.0.102. У вас он будет, конечно же, другой, скорее всего. И в port number нужно будет вписать 4 восьмерки, то есть для нашего прокси. Тоже запоминаем, это стандартный порт. И нажимаем на Apply. Как это можно проверить? Во-первых, у вас появится такое сообщение в самом Чарльзе о том, что происходит попытка по подключению к Чарльзу через хост следующий. Мы соглашаемся. И теперь, когда мы на самом нашем эмуляторе откроем какой-нибудь браузер, который у нас здесь предустановлен, будет Chrome, и попробуем сюда что-то ввести. К примеру, опять же, давайте откроем какой-нибудь ресурс типа TutBuy. Да, кстати, нам нужно здесь продолжить. Ввиду того, что мы подключаемся через прокси, то появляется такое сообщение о том, что небезопасно. И подгружаются все наши запросы, к которым обращается уже непосредственно наш браузер, который предустановлен на нашем эмуляторе. И опять же мы можем работать с каждым из них, фокусироваться на них. И просматривать, что у нас вообще происходит. То есть, например, логиниться в нашу систему, какие-то push-уведомления здесь появляются, пишка. То есть мы все это можем анализировать и видоизменять. К сожалению, у меня нет устройства на iOS, поэтому я не могу показать вам, как это может работать на macOS и на iOS непосредственно на продукции компании Apple, на iPhone, к примеру. Но
Установка там аналогичная, то есть не должно возникнуть вопросов с этим у вас, когда вы будете настраивать Charles на вашем компьютере, будь то Mac или компьютеры, которые используют Windows. Если все-таки у вас возникают какие-то вопросы, то мы помним прекрасно, что обычно на всех таких ресурсах, на всех таких инструментах есть подробная документация, как можно осуществить настройку и использовать само приложение в работе. Если мы говорим про Charles, то когда мы открываем вкладку «Документацию», тут есть информация и про установку, и про конфигурацию, и про использование, то есть какие есть основные функции у данного инструмента. То есть можно даже самостоятельно изучить их, не прибегая к каким-либо онлайн-туториалам. Здесь все достаточно неплохо расписано. И если мы говорим про установку SSL-сертификата и настройку его непосредственно на устройствах компании Apple, либо же Android, либо же Windows, либо же macOS, то мы выбираем Using Charles. Здесь есть такая вкладочка SSL-сертификаты, и здесь уже непосредственно расписано, как их нужно устанавливать в каких-то браузерах, если они того требуют. Но в Гугле, как вы видите, у нас все работает по умолчанию. Как это работает на macOS, как устанавливать для iOS-девайсов, симуляторов, tvOS и Android-устройствах. То есть никаких сложностей, по идее, у вас не должно возникнуть. Также обращаясь к нашему Чарльзу, чтобы нам постоянно не включать прокси, когда мы используем данный инструмент, мы можем зайти во вкладку «Прокси», выбрать SSL Proxying Settings. Дальше на вот этой вкладке SSL Proxying нажать на кнопку и ввести звездочку, чтобы у нас применялась прокси для всех ресурсов, которые проходят через данное приложение. Также я хотел бы вам показать, как мы можем использовать Charles на реальном устройстве, на реальном мобильном устройстве, которое использует платформу Android. Мы должны зайти в настройки нашего устройства, выбрать Wi-Fi, и дальше мы зажимаем на ту сеть Wi-Fi, которую использует как наш Charles, который предустановлен на нашем компьютере, так и непосредственно само мобильное устройство. То есть мы делаем долгий тап, нажимаем на «Изменить сеть», дальше выбираем «Дополнительно», и здесь мы выбираем «Прокси-сервер». Дальше мы выбираем «Вручную», и теперь у нас прописывается имя хоста прокси-сервера. Это наш IP-адрес, который мы уже с вами знаем и можем опять-таки посмотреть в нашем Чарльзе. То есть это наш адрес 192.168.0.102. У вас он может отличаться. Порт для прокси-сервера у нас такой же, это 4 восьмерки. И нажимаем «Сохранить». Опять на нашем устройстве в Charles появляется окошко, которое спрашивает нас, можно это использовать или нет. Мы говорим, что можно. И теперь у нас на устройстве все тоже хорошо. И мы можем это проверить, зайдя в наш какой-нибудь браузер и введя какой-нибудь сайт. Опять же, давайте возьмем Яндекс. И как мы с вами видим, все наши запросы также появляются и в Чарльзе. Да, совсем забыл, что нам нужно еще сделать для того, чтобы все у нас работало хорошо. Это установить SSL-сертификат. И для того, чтобы нам упростить нашу работу, нам необходимо еще скачать наш сертификат. Так, он скачался. И давайте теперь отправим его непосредственно на наше мобильное устройство и установим.
Так, но прежде чем нам отправить его на наш телефон, наш этот сертификат, мы должны изменить его расширение на SER. Итак, теперь я отправил себе на почту данный сертификат. Я его открываю. Появляется возможность его установить. Вы можете присвоить ему имя. Я назову его Чарльз. И здесь мы выбираем VPN и приложение. Сохраняем. Наш сертификат успешно установлен. И теперь, когда мы снова зайдем в наш Wi-Fi, еще раз перепроверим, все ли у нас там сохранилось. Да, все работает. Прокси-сервер вручную. Имя хоста, как мы помним, это наш IP-шник, который мы взяли из Чарльза, либо из командной строки. Порт прокси-сервера 4 восьмерки. Так. И теперь мы включаем снова наш перехват трафика. И если я зайду в наш браузер, здесь у нас уже есть Яндекс. И как мы с вами видим, теперь у нас предустановлен сертификат, и мы можем просматривать эти все запросы и смотреть, что мы отправляем. Если бы этот сертификат не был установлен, то, как мы с вами помним, здесь бы было просто написано unknown, и появился бы такой квадратик с крестиком красным перечеркнутым. Все, и теперь мы можем работать с этими инструментами. В принципе, на этом, я думаю, можно закончить наше такое первое вводное занятие про Чарльз. Напоминаю вам о том, что если вы хотите увидеть подобную установку и как работать с фидлером, то обязательно оставляйте свои комментарии и поддерживайте это видео лайком. А на следующем занятии я покажу вам уже больше про функциональность данного приложения, что мы можем с помощью него делать и как мы можем использовать его непосредственно в тестировании как веб-приложений, так и мобильных приложений. То есть у меня часто спрашивают, как, к примеру, можно перехватывать информацию, к примеру, и отслеживать те же самые запросы и ответы с мобильного телефона. Как мы с вами помним, это можно делать как непосредственно с помощью Chrome DevTools, так и с помощью вот таких вот инструментов-сниферов. Сниферы полезны еще тем, что здесь можно изучать более подробно и в более удобном виде ту информацию, которую мы запрашиваем от сервера и получаем от него, и также использовать эту информацию в случае, если у нас недостаточно какой-то документации тестовой для тестирования API. То есть мы можем прямо отсюда брать ее и использовать, к примеру, в Postman инструменте. Также на одном из занятий покажу вам, как можно с помощью Postman перехватывать трафик. Надеюсь, что это занятие было вам полезным. Если так, то что вам нужно сделать с этим видео для того, чтобы мы продолжили изучение этой темы, я уже вам рассказал. Поэтому, если вы в первый раз на этом канале, подписывайтесь и оставляйте свою обратную связь. А на этом у меня все. Милости прошу к нашему шалашу. Пока!